Слон простоял на одном месте 3 дня, пока люди не заметили, что он охраняет странный сверток в траве. Когда сверток развернули, мужчина в ужасе закричал. В мире дикой природы происходят вещи, в которые трудно поверить, пока не сталкиваешься с ними лицом к лицу. В саванне старый одинокий слон 3 дня стоял неподвижно под палящим солнцем, отказываясь от еды и воды. Его огромная фигура казалась застывшей, словно камень. Люди думали, что он умирает. Но правда оказалась куда более поразительной. Слона по имени Кито знали в окрестностях давно. Он был спокойным и даже немного отстраненным, редко вступал в конфликты и держался особняком от стада. Но в этот раз его поведение насторожило всех. Он выбрал участок высокой травы у самой границы леса и просто встал, неподвижно, словно часовой. Проходили часы, затем сутки. Солнце поднималось и снова уходило за горизонт, а Кита не двигался. Он не шел к водопою, не искал пищу, не откликался на зов других слонов. Даже ночью, когда в темноте раздавался вой гиен и шорох хищников, он лишь поднимал хобот и издавал глухой, предупреждающий звук, не делая ни шага в сторону. Жители ближайших деревень начали тревожиться. Некоторые были уверены, что слон ранен браконьерами и просто доживает свои последние дни. Другие говорили, что он будто что-то охраняет, но никто не мог понять, что именно. На третий день к месту прибыли рейнджеры. Они понимали, если слон не попьет в ближайшее время, он погибнет от обезвоживания. Осторожно приблизившись, они ожидали агрессии, но произошло неожиданное. Кита не бросился в атаку. Он медленно посмотрел на людей, затем сделал несколько шагов в сторону, словно приглашая их подойти ближе. Рейнджеры переглянулись и осторожно двинулись вперед. Трава была густой и высокой, почти по пояс. Один из них раздвинул ее руками и замер. Внизу лежал грязный матерчатый сверток. Сначала все подумали, что это мусор, принесенный ветром, но в следующую секунду воздух прорезал едва слышный звук. Тихий, слабый детский плач. Сердце у одного из рейнджеров пропустило удар. Они быстро развернули ткань. Внутри был маленький мальчик, едва годовалый. Его кожа была пересушена, губы потрескались от жажды, но он был жив. Позже выяснилось, что ребенок пропал 3 дня назад во время внезапной песчаной бури. Его семья сбилась с пути, и в хаосе малыш исчез. Шансов найти его живым почти не оставалось. Но все это время Кита стоял рядом. Он закрывал ребенка своим огромным телом от палящего солнца днем, создавая тень там, где ее не было. Ночью он не подпускал хищников, оставаясь неподвижным стражем. Он не уходил ни на шаг, словно понимал, стоит ему отойти, и жизнь, слишком слабая, чтобы защитить себя, исчезнет. Когда ребенка подняли на руки, он тихо застонал, но уже не плакал, будто чувствовал, что теперь в безопасности. В этот момент Кита издал глубокий, протяжный звук. В нем не было тревоги, только что-то похожее на спокойствие и, возможно, прощание. Он еще раз взглянул на людей, развернулся и медленно направился в сторону реки, исчезая в золотистом мареве саванны. Никто не пытался его остановить. Эта история напоминает, сострадание не знает границ, языка или вида. Иногда животные чувствуют больше, чем мы привыкли думать, и совершают поступки, на которые способен далеко не каждый человек.